Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим самые вкусные домашние яблочные конфеты из натуральных ингредиентов, без красителей и химических добавок. Нежное тающее во рту суфле с ярким яблочным ароматом. Такие конфеты дети обожают. Готовится просто, без весов, термометра и без использования желатина. Разнообразить вкус можно с добавлением разных фруктов и ягод. Обязательно сохраняйте вкуснейший рецепт яблочных конфет. Нежнятина какая. Очень вкусно. Итак, начнем приготовление. Нам понадобится примерно 7-8 таких крупненьких яблок. Желательно выбирайте сорт более кисленький такой. Яблоки будут оттенять вкус. Противень застилаем пергаментом и яблоки разрезаем пополам. Удаляем сердцевинку и кладем вверх кожурой. Если не хотите запекать в духовке, можете нарезать кубиками, добавить примерно 150-100 мл воды и протушить минут 20-30 на умеренном огне до мягкости яблок. Готового пюре у нас должно получиться 700 грамм. Это уже после того, как мы перетрем все через сито. Но если вы хотите, вы можете приобрести уже готовое пюре в магазине. Чтобы цвет у готовых конфет был более такого не белого кремового цвета, тогда можете добавить немножечко ягод. У меня слива. Если будете тушить, также можете немного ягод добавить. И у вас будут уже не белые конфетки, а такие розовенькие. Только немного, потому что основа это яблоки. Ставим разогретую духовку на 200 градусов 20-30 минут. Все зависит, конечно, от сорта яблок, от их твердости, сколько они будут запекаться. И пока готовятся яблоки, заливаем агар теплой водой. Нужно, чтобы агар-агар набух. У меня здесь 2 упаковочки по 8 грамм, 16 грамм агара. Сила геля 900. Заливаем 150 миллилитров теплой воды. Перемешиваем. И оставляем, пока он набухнет, на 20-30 минут. За это время как раз яблоки приготовятся. Через полчаса достаем яблоки. Они уже очень так хорошенько пропеклись. И дальше, чтобы пюре было однородным, перетираем его через сито. Если не хотите перетирать через сито, можно все взбить блендером. Вот убрать сразу кожицу вот эту вот и только мякоть добавить в мисочку. Вот смотрите, у меня очень мелкая ситочка, это будет через день, наверное, мы только перетрем его. Поэтому будем делать экспресс-способом. Мякоти у меня вышло ровно 700 грамм. Взбиваем пюре слегка блендером до однородного состояния. Вот такое вот однородное пюре получается. В яблочно-сливовое пюре добавляем 300 грамм сахара. Сахар в этом рецепте я уменьшила почти в половину. Перемешиваем. И вливаем набухший агар-агар. И еще раз все смешиваем. Переливаем пюре с агаром в кастрюлю с толстым дном, либо сотейник. У меня это сковорода, потому что сотейник слишком маленький. И ставим на огонь. Нагреваем пюре и доводим до кипения. Параллельно будем взбивать белки. Как только закипит пюре, нам нужно проварить не больше 10-12 минут. Увариваем на огне выше среднего. Вот у меня из 9 я буду на 6. И пока закипает пюре, сразу же в чашу добавляем 2 белка, 200 грамм сахара, 1/4 чайной ложки лимонной кислоты и 2 пакетика ванильного сахара. Взбиваем на небольших оборотах до устойчивых пиков. Параллельно перемешиваем пюре, чтобы не пригорело. Когда пюре закипело, с момента закипания провариваем 10-12 минут. За это время белки хорошо взобьются в пышные устойчивые пики. Если белки взбились немного раньше, ничего страшного, просто выключите миксер. И обязательно перемешиваем, чтобы не пригорело. Прошло 10 минут уваривания пюре, и белки уже хорошо взбились. Взбиваем до состояния швейцарской меренги. Вот смотрите, какие устойчивые пики.
Включаем миксер на средние обороты и тонкой струйкой горячее уваренное пюре вливаем в белки. Вводим пюре тонкой струйкой, чтобы миксер успевал распределить добавленную порцию пюре. Как только ввели в белки постепенно все пюре, взбиваем на оборотах выше среднего 5 минут. За счет горячего пюре сахар в белках, который не растаял, начнет активно таять. Масса станет пышной и очень воздушной, очень похожа на массу, с которой делают зефир. И пока все взбивается, заранее подготовьте форму, в которую будете выливать будущие конфеты. Застилаем формы пищевой пленкой. Все, прошло ровно 5 минут взбивания, вот такая вот масса получается. И сразу ничего не ждем, выливаем в формы. Все делаем максимально быстро, потому что в течение 30 секунд масса начнет застывать. Агар стабилизируется при достигании 40 градусов. Также быстренько шпателем выравниваем поверхность. Вот такие вот две формы у меня получились. Все делайте очень быстро, потому что застывает фактически моментально. И теперь отправляем на стабилизацию при комнатной температуре. Просто оставляем на столе, в комнате. В холодильника для агар-агара не нужно. Оставляем для застывания примерно на 30 минут уже будет готово. Возможно, 1 час. И пока все застывает, зовем мужа помыть посуду всю. Смотрите, сколько посуды. Ну что, все застыло. Давайте будем нарезать. Прошло 30 минут, и все очень-очень плотненько, стабильненько застыло. Абсолютно. И аккуратно достаем из формы. Вот такие вот два красивых кремовых пласта получилось. Я, конечно, рассчитывала, что конфетки получатся немного розоватыми, но слива не передала свой цвет. Они слегка-слегка розоватые получились. Камера этого не передает. Ничего не прилипло, что для меня очень важно. И дальше можете нарезать кубиками, либо прямоугольниками. Ну что, нарезаем на порции. Можно ножом для пиццы, а можно и обычным. Несмотря на то, что масса очень воздушная и нежная, присутствует некая плотность и легкая упругость внутри. Дальше можно такие вот конфетки, либо яблочная пастила, называйте как вам нравится, оставить при комнатной температуре, чтобы они подсохли. И когда они подсохнут, можете их окунуть в сахарную пудру, либо сахарная пудра вместе с крахмалом. Вот таким вот образом. Обваливаем. И когда оно возьмется такой сухой корочкой, а останется мягкое внутри, тогда можно уже будет кушать. Мы будем кушать сразу, поэтому подсыхать я оставлять не буду. Можно подсушивать как при комнатной температуре, около 12 часов, так и в дегидраторе. Конфетки очень нежные на вкус, но много их не съешь, потому что они получаются достаточно питательными. Съели мы их в течение нескольких дней, но максимально хранятся до 2 недель. Ну что, яблочные конфетки готовы? Давайте пробовать. Возьму самую красивую. Вот это. Ну давай. Первое, что хочу отметить, это яблочный аромат. Постоянно вот стоит яблочные конфетки, яблочная пастила, либо яблочные зефирки. Называйте, как вам нравится. Давайте пробовать. Ну, как тает во рту. Нежнятина какая. Очень вкусно. Знаете, я сколько ела разных суфле, но это не похоже ни на зефир, ни на птичье молоко, ни на пастилу. Это что-то, знаете, такое вот, не на мармелад.
что-то среднее между птичьим молоком и чем еще? Яблоко. И яблоком. Да, вот на птичье молоко очень похоже, но все-таки оно более плотная текстура. Более плотная, такая упругенькая. Ну, очень интересный вкус. Ну, это птичье молоко. Просто можно покрыть это шоколадом плавленным. Яблочное птичье молоко, да? Самый вкусный зефир, какой я пробовала. Да. Вкуснее птичьего молока. В первую очередь хочу отметить то, что я здесь уменьшила сахара на 200 граммов. Потому что такие рецепты идут на 700 граммов пюре, идет 700 граммов сахара. Но это вообще слишком много, я решила рискнуть, уменьшить, хотя до этого я не видела еще ни одного рецепта, чтобы вот такие вот конфетки, либо пастила уменьшали количество сахара. И я вот рискнула, все прекрасно, все идентично, как должно быть в рецепте, получилось. Дальше буду экспериментировать и еще больше буду уменьшать сахара. Пока мы уменьшили на 200 грамм, в планах еще уменьшить на 200 грамм. Я осталась максимально довольна. Но буду еще больше довольна, если, может, вы попробуете уменьшить сахар, и буду ждать ваши результаты в мой телеграм-канал. Тогда этот рецепт станет для меня супер любимым. За каждой вот одной хочется снова вторую, третью, и так просто вот они исчезают, тают во рту. Я очень рекомендую этот рецепт, мне очень понравился, вот, ну, очень вкусно. Пробуйте обязательно, это супер яблочные конфетки. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем огромное спасибо за ваше внимание. И кто досмотрел нас до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока! всем пока!